Глава 1436. Спарринг-арена. Хань Ли неторопливо шел по каменной дорожке и любовался видом вокруг. На первый взгляд, там никого не было, но когда он поднял голову, то обнаружил несколько летевших человек. Племя летающих духов изначально привыкло к полету, поэтому дорожки на земле использовались в основном для украшения. Подумав о том, сколько могущественных членов племени летающих духов собралось здесь, Хань Ли невольно вздохнул. Не говоря уже о других вещах, в каждой из 72 ответвлений племени летающих духов была группа старейшин, а также группа из 30 старейшин, наблюдающих за всем племенем. Их сила намного превышала силу города Высшего Неба. В конце концов, в мирное время в городе Высшего Неба на страже стояло только 10 старейшин интеграции тела. Во время войны демоны и люди могли собрать вместе почти 100 существ интеграции тела, но это была сила двух рас. В одиночку ни люди, ни демоны не смогли бы с истинной силой племени летающих духов. Более того, ни люди, ни демоны не могли соперничать с этим племенем в количестве культиваторов стадии божественной трансформации и пространственного закаливания. В этом случае, несмотря на то, как долго люди обосновались в мире духов, они считались несколько более слабой силой. Для сравнения, сила племени летающих духов была не такой высокой, как у легендарных рас мира духов, но их было достаточно, чтобы считаться существом среднего ранга. Размышляя над этим, Хань Ли повернул за угол и обнаружил перед собой небольшую будку. Она была связана с несколькими другими дорогами. В будке стояли 2 деревянных стула, на которых сидели 2 женщины в белых одеждах и мило болтали. Когда они увидели, что прибыл еще кто-то, они остановились и оглянулись. Одна из этих двоих была изящной женщиной, которая привела группу Хань Ли в их резиденцию Сяоджу. Поразмыслив, Хань Ли вежливо спросил: «Госпожа Сяоджу, не могли бы вы сказать мне, не проходила ли здесь недавно моя спутница?» Сяоджу встала и с улыбкой ответил: «Молодой мастер Хань, должно быть, говорит о своей младшей сестре Лэй. Недавно я видела, как она проходила мимо. Кажется, она направлялась в сторону арены для спаррингов». Сердце Хань Ли дрогнуло, и он спросил: «Арена для спаррингов?» Она была одна. Сяоджу моргнула и многозначительно улыбнулась. Нет, ее сопровождала молодая мисс Хунша из Чижун. «Большое спасибо». Лицо Хань Ли оставалось спокойным, и он, кивнув в знак прощания, отправился к арене для спаррингов. Увидев это, 2 женщины в белых одеждах обменялись удивленными взглядами. Священный ученик Янь Пэна остался спокойным, услышав, как его спутник шел на арену с враждебным ответвлением. Он был совершенно необычным. Они не знали, что Хань Ли только выглядел спокойным, хотя на самом деле был очень зол. Женщина из Тянь Пэн, Лэй Лань, не знала, что для нее хорошо. Хотя он не знал, что сделали Чижун, чтобы привести ее туда, было ясно, что у них не было никаких добрых намерений. Если бы они намеренно ранили ее под предлогом несчастного случая, шансы на то, чтобы пройти испытание, стали бы еще меньше. Он не мог оставаться равнодушным к этому вопросу. В конце концов, он поместил свое имя в клятву Тянь Пэна и заключил дополнительное соглашение с Цзинь Юэ. Если бы один из священных учеников не станет священным мастером, у него были бы большие проблемы. Он был уверен, что старейшины Тянь Пэн не оставят его в покое, поскольку их клану пришлось бы присоединен к другим. Вспоминая подробности испытания земной бездны, он мысленно вздохнул. А этот раз он получит важное преимущество от расы Тянь Пэн, но он также попал в беду. Даже если он поможет Тянь Пэну избежать их проблемы, ему также нужно будет тщательно спланировать свой уход. Помня об этом, Хань Ли спокойно шагнул вперед и в конце концов добрался до угла. Затем он замерцал и исчез из поля зрения. Он с легкостью смог найти спарринг-арена, но она выглядела не так, предполагал Хань Ли. После использования своих способностей к быстрому передвижению ему потребовалось промежуток времени, за который можно было закончить обед, чтобы достичь огромного светового барьера. Оттуда он слабо услышал звук взрыва. Его лицо дрогнуло, и он прекратил использовать свою технику передвижения и вместо этого подошел ближе. Поскольку Читянь взял на себя инициативу рассказать ему о местонахождении Лэй Лань, их план должен был заключаться в том, чтобы бросить ему вызов. Если он не появится, Чижун не сразу создаст проблемы. Более того, даже если им не терпелось действовать, для него было слишком поздно что-либо делать, поэтому не было смысла торопиться. Таким образом, глаза Хань Ли вспыхнули синим светом, и он посмотрел сквозь световой барьер. Оказалось, что люди использовали свои способности в бою в полную силу. К счастью, те, кто сражался, не использовали никаких способностей трансформации. Один из них управлял огнем, а другой дышал голубой ледяной ци. Хань Ли почувствовал облегчение от того, что ни один из них не был Лэй Лань. Женщина, управляющая огнем, должна быть святой ученицей Чижун Хунша. Чувствуя себя несколько сбитым с толку, Хань Ли внезапно почувствовал, что кто-то смотрит на него ледяными глазами издалека.
Поскольку Хань Ли обладал острым чутьем, он сразу же оглянулся и увидел этого человека. Однако Хань Ли почувствовал, как его сердце затрепетало. Взгляд сразу исчез, и он не смог найти человека в толпе. Выражение лица Хань Ли помрачнело, и он на мгновение задумался. Он отказался от своих поисков и быстро направился к арене для спаррингов. Но прежде, чем он прибыл, бушующее пламя и ледяная ци яростно вспыхнули, мгновенно решив исход битвы. Синекрылого человека мгновенно отбросило бушующее пламя, и в конце концов он уступил и упал на землю. Хунша обольстительно улыбнулась и сказала: «Младшая сестра Лэй, я уже имела с ним дело. Если тебе нужен камень грозовой звезды, я отдам его тебе, если ты победишь меня. Я определенно сдержу свое слово». Многие из людей племени летающих духов почувствовали, что их умы взбудоражились от вида ее лица. Хань Ли мысленно крикнул «нет», но на таком расстоянии он ничего не мог сделать. Сверкнул шар белого света и поднялся в небо. У силуэта была стройная фигура и серебряные крылья. Без сомнения, она была Лэй Лань. Лицо Хань Ли стало мрачным. Женщина Чижун мгновенно победила противника и теперь бросила вызов Лэй Лань. Очевидно, это не было совпадением. Было ясно, что кто-то заметил его и тайно сообщил ей, тем самым приведя в действие свой план. Однако он сделал несколько вдохов, и выражение его лица снова стало спокойным. Он бросился к краю сцены и поискал поблизости, прежде чем остановиться. Лэй Лань невыразительно сказала: «Ты использовала камень грозовой звезды, чтобы вытащить меня сюда из моей резиденции. В любом случае ты хотела драться со мной. Независимо от твоих намерений, если я смогу заполучить камень, я не буду сдерживаться». Она расправила свои серебряные крылья, и в воздухе появились серебряные молнии. Они быстро распространились по ее телу, как будто она была духом молнии. Хунша, не обращая на это внимания, хихикнула, бросив взгляд в сторону Хань Ли. Получается, что у младшей сестры есть навыки. Я обязательно подарю тебе камень грозовой звезды. Несколько ответвлений ниже знали о конфронтации между Чижун и Тяньпеном и начали перешептываться между собой. Они планировали насладиться драмой, которая последовала за этим. Хань Ли стоял на месте, заложив руки за спину, не собираясь их прерывать. Хунша хихикнула, но внутри она почувствовала некоторое беспокойство. Если бы Хань Ли не остановила их, она не смогла бы использовать подготовленные уловки. Оказалось, что ей придется изменить свои планы. Женщина на мгновение задумалась, но вскоре тень сомнения исчезла с ее лица. Она сформировала жест заклинания, и красный свет ярко светился от ее тела. Вокруг нее начали появляться красные огненные шары размером с чашу, наполняя небо красными огнями. Температура на арене сильно поднялась и стала невыносимой. Зрителям со слабым уровнем культивации пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы они смогли выдержать температуру. Хань Ли невольно нахмурился при виде этого, но все же остался на своем прежнем месте. Лэй Лань при виде этого без слов расправила крылья и произнесла заклинание. В воздухе грянул гром, и молния, охватившая ее, стала в несколько раз плотнее. Издалека казалось, что огромный серебряный питон свернулся в воздухе, а затем рассыпался на бесчисленные серебряные нити при атаке. Каждая из серебряных нитей вспыхивала, просверливая отверстия в красных шарах. В мгновение эка раздался гром. Бесчисленные огненные шары взорвались и превратились в рассыпанные угольки. Способность управлять молниями удивила не только Хань Ли, но и обеспокоила зрителей. На лице Хунша также мелькнуло удивление, но вскоре усмехнулась. Взмахнув рукавом, она выпустила красный туман, и он стал танцевать вокруг нее. Пока красный туман разносился по воздуху, угли собрались в красный туман и сконцентрировались в направлении Хунша. В мгновение эка в воздухе появилось огромное огненное облако, полностью скрывшее Хунша из поля зрения. Огненное облако беспрерывно бурлило, и вскоре волны хлынули наружу. Но вскоре оно снова превратилось в центр в гигантский огненный шар шириной 30 метров. Огненный шар повернулся в воздухе и издал устрашающий гул, полетев в направлении Лэй Лань. Лэй Лань слегка изменилась в лице и тут же подняла руку. Во вспышке серебряного света грянул раскат грома. Вся ее рука была окружена бесчисленными тонкими дугами молнии, и они слились воедино в этой серебряной вспышке. С громким извержением огромная дуга молнии вырвалась из ее руки и выстрелила прямо в гигантский огненный шар. Глава 1437. Испытание. С раскатом грома в огромный огненный шар вошла толстая серебряная молния. Пока большая часть толпы считала, что серебряная молния пробила огненный шар, молния исчезла, словно была поглощена им. В ее тревоге огненный шар быстро прибыл перед ней с поразительной скоростью.
Немного помедлив, Лэй Лань отскочила назад и сложила крылья вокруг себя. Внезапно вокруг нее начали формироваться слои молний. В ярком свете она превратилась в серебристо-белую птицу Тянь Пен. Серебряная молния мерцала на ее теле, а на шее появилось странное ожерелье. На нем плавала ослепительно золотая тыква в несколько дюймов высотой. В конце концов, она решила использовать свой последний козырь и нанести удар своему противнику. Когда огромный огненный шар увидел птицу Тянь Пен, он сразу же остановился. Грянул приглушенный взрыв, огненный шар внезапно превратился в алую огненную птицу. Огненная птица была в несколько раз крупнее птицы Тянь Пен, но Тянь Пена это не испугало. Со звоном все ее тело сильно увеличилось в размерах, сравнимо с телом огненной птицы. После этого из ее пасти вылетели бесчисленные молнии. Огненная птица тоже не испугалась и извергла из пасти пламя. Взмахнув лапой в воздухе, она выпустила 10 проекций малиновых когтей. Огромный размах крыльев птиц вместе с нарастающим хаосом битвы скрывал почти половину того, что происходило внутри светового барьера. Время от времени из воздуха сыпались кровь и перья. Но мгновение спустя все, что упало на землю, мгновенно исчезло. Этого ждала толпа. После того, как духовный генерал начального уровня, такой как Лэй Лань, трансформировалась, она бы не стала продолжать тормозить битву, находясь в невыгодном положении, а стала бы агрессивно пытаться переломить ситуацию. Молния, окружавшая все ее тело, превратилась из серебристо-белой в бледно-лиловую, и ее мощность значительно возросла. Хань Ли уставился на молниеносную птицу своими глазами духовного прозрения, и на его лице появилось странное выражение. Остальные полагали, что молниеносная птица использовала на себе технику, чтобы увеличить силу своей молнии. Но своими глазами он мог ясно видеть, что пурпурная молния исходила не от тела птицы, а от маленькой золотой тыквы, которая парила у нее на шее. Когда искра пурпурной молнии из тыквы касалась серебряной молнии птицы, они сливались воедино, превратив ее серебряную молнию в бледно-пурпурную. Фиолетовые искры молний тоже, казалось, были фоном. Хун Ша была застигнута врасплох и была разгневана тем, что потеряла контроль над битвой. Хотя она не знала, что сделала Лэй Лань, она явно использовала необычную технику. В противном случае Лэй Лань не была бы ей соперником, учитывая ее уровень культивации. В этот момент Хун Ша услышала в ухе несколько мужских голосов. Хотя их голоса были негромкими, они заставили ее сердце дрожать. Она быстро отбросила свои последние сомнения и расправила крылья, готовясь использовать свой смертельный прием. Из макушки огненной птицы вылетело невероятно длинное перо. Затем во вспышке пламени перо превратилось в точную копию огненной птицы. Она открыла клюв и тут же выплюнула цепочку огненных шаров, создавая волну бушующего пламени внутри барьера арены. Птица Тянь Пен была немедленно поражена атакой второй огненной птицы. Осознав, что она ей не соперница, Лэй Лань издала яростный вопль. Столкнулись огонь и молния. Световой барьер задрожал, и близлежащий воздух начал слегка деформироваться. Из-за этого рассмотреть битву между огненной птицей и серебряной Тянь Пен стало невозможно. Однако было ясно, что серебряная птица столкнулась с серьезным кризисом и долго не продержится. Возможно, вскоре она потерпит поражение с тяжелой травмой. Хань Ли наблюдал за этим в тишине еще мгновение, а затем внезапно расправил крылья. С раскатом грома он превратился в разряд бело-лазурной молнии. Тем временем черный силуэт замерцал в другой точке толпы и тоже молча исчез. Бабах! Свет золотого меча 30-метровой длины появился в воздухе, рассекая столкновение огня и молний своим появлением. Но прежде чем свет меча достиг битвы, перед ним внезапно появилась слабая белая дуга, издающая резкий металлический крик. Огонь, молния и белая дуга столкнулись, уничтожив все следы друг друга. Когда две огненные птицы и серебряный Тянь Пен увидели вспышку золотого света, над их головами появилась невероятно резкая атака и опустилась вниз. У трех птиц не было возможности его заблокировать. В тревоге они не смели продолжать бой. Они немедленно прекратили атаки и отступили. Огромный свет меча безвредно упал между двумя сторонами. Белая дуга осталась на прежнем месте, но вскоре высвободила огромную энергию. Рядом с ним возникла буря. Большое количество мирской сущности Ци собралось у белой дуги, словно должна была вот-вот открыться пространственная щель. Зрители битвы погрузились в хаос. Молниеносная птица, в частности, забрала свою молнию и снова превратилась в свою молодую женщину с выражением недоумения на лице. «Ты ей не соперница». «Хватит сражаться», — слабый голос раздался из-за спины Лэй Лань, словно говорящий был прямо позади нее. Лицо женщины в серебре изменилось, и она поспешно обернулась и увидела стоящего там юношу Хань Ли. «Значит, это ты, Хань Ли?» С недоумением сказала Лэй Лань. Сила света меча была тем, чего она ожидала от великого духовного генерала.
Ужасающий свет меча и оставленный им белый след исчезли. Мирская Ци тоже успокоилась. Но в тот момент Хань Ли не смотрел на Лэй Лань, а смотрел напротив нее. Пораженная, Лэй Лань проследила за его взглядом. Она обнаружила, что Хунша также вернулась в свою человеческую форму и убрала своего двойника. Она посмотрела на них с загадочной улыбкой. После того, как Хань Ли разделил их, рядом с ней появился молодой в красном с суровым выражением лица. Юношей был Чжу Иньцзы, священный ученик Чижун, которого он больше всего опасался. Лэй Лань невольно почувствовала холодок в своем сердце. Чжу Иньцзы ухмыльнулся и сказал: «Брат Хань, я слышал, что ты все это время культивировал за границей и только недавно вернулись в расу Тяньпэн. Мне очень любопытны твои способности. Не мог бы ты продемонстрировать их и научить меня чему-нибудь?» От удара, нанесенного Хань Ли, его сердце ушло в пятки. Благодаря этой демонстрации он знал, что способности Хань Ли были довольно мощными. Но чтобы оценить истинную силу Хань Ли, он спокойно бросил вызов ему в соответствии с их первоначальным планом. Репутация Чжу Иньцзы намного превзошла репутацию Хунша и Лэй Лань. По его внешнему виду зрители сразу узнали его. Известие о том, что Чжу Иньцзы бросил вызов кому-то, взволновало толпу. Редко можно было увидеть лицом друг к другу двух равных по силе. Разница в славе была очевидна, но другой человек также был высокоранговым духовным генералом. Эта битва обещала стать незабываемой. Лэй Лань нахмурилась, услышав это, но на ее лице внезапно появилась вспышка осознания. Похоже, она наконец увидела, что целью Чижун был ее старший боевой брат Хань, стоящий позади нее. Она была только приманкой. «Я не хочу драться с тобой», — Хань Ли улыбнулся и сказал небрежным тоном. «Хе-хе, раз ты уже вошел в ограничение, ты не можешь отказаться». «Брат Хань, пожалуйста, прими мой вызов», — юноша поднял руку. В красной вспышке на его ладони появился алый коготь, обнажив 5 острых углов, сверкающих, как красные драгоценные камни. Хань Ли нахмурился. Не говоря ни слова, юноша взмахнул алым когтем по воздуху. Пространство разорвалось, и 5 алых когтей устремились вперед. Они мгновенно исчезли во вспышке красного света. Выражение лица Хань Ли дрогнуло, и он внезапно поднял руку, растопырив черные, как смоль, пальцы. Внезапно воздух в 30 метрах перед ним сильно затрясся, где 5 полос когтей появились и расплылись по направлению к нему. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел появившиеся алые полосы. Первоначально они были всего лишь фут в длину, но когда они снова появились, они уже стали трехметровыми. Таки непрерывно поглощали ближайшую духовную ци и увеличивались в размерах. Но до того, как полосы приблизились, Хань Ли уже почувствовал поразительное духовное давление, приближающееся прямо к нему. Если бы его уровень культивации был слабее, полосы когтей заморозили бы его тело и разум, не давая ему возможности отреагировать, когда полосы захлестнули его. Пока Хань Ли чувствовал себя совершенно ошеломленным, его черные как смоль пальцы внезапно вспыхнули светом, создав небольшую черную гору в воздухе. В мгновение эка она сразу же стала 30 метров в высоту. Епер Хань Ли был надежно защищен черной горой перед ним. Вспыхнул красный свет, а затем последовала приглушенная череда взрывов. Пылающий жар переместился к Хань Ли, заставив его почувствовать легкие ожоги, но гора осталась парить в воздухе, совершенно невредимая. Ой! Чжу Иньцзы был шокирован этим результатом. Духовное чутье Хань Ли быстро пронеслось мимо охваченной эссенцией горы, и его лицо стало мрачным. Бабах! Он хлопнул ладонью по вершине небольшой горы. Гора стремительно закружилась в воздухе, направляясь в сторону атаки, а поверхности горы остались следы когтей глубиной 5 дюймов. Хань Ли холодно фыркнул и прижал черную руку к горе. По горе стал блуждать черный свет, исправляя весь нанесенный урон. Поскольку брат Чжу хочет получить урок, мне придется дать наставление. Сказав это, он расплылся, появившись на склоне горы. Он взмахнул крыльями, обнажив лазурный фантом Тяньпэна за спиной. Затем последовала серия взрывов, и 4 лазурных торнадо взмыли в небо вокруг него, наполняя воздух своими криками. Глава 1438. Страж земной бездны. Чжу Иньцзы издалека взглянул на лазурного фантома Тяньпэн, расправившего крылья. Внезапно взорвалось 4 торнадо, запустив множество лазурных ветреных лезвий в направлении Чжу Иньцзы. Какое-то время из светового барьера можно было наблюдать только яркий лазурный свет и разрывающий воздух ветра. Когда Чжу Иньцзы увидел свирепую мощь атаки Хань Ли, его лицо застыло. Однако его слава была заслужена. Он глубоко вздохнул, и его крылья увеличились в несколько раз, дико замахнувшись именно Хань Ли. Во вспышке красного света повсюду распространились густые клубы пламени.
Сложив руки в жесте заклинания, Жу Инцзы сформировал бесчисленное количество стрел алого пламени и выпустил их. Скорость обстрела была не меньше, чем у ветреных лопастей Хань Ли. В одно мгновение воздух разделился на две части. Одна половина была заполнена лазурными полосками и лазурными клинками, а другая — искрящимся красным светом и бурлящим пламенем. На стыке атак образовалась тонкая линия, и взрывы на ней не затихали. На какое-то время обе стороны оказались в тупике. Лицо Хань Ли оставалось невыразительным, но его жесты заклинаний изменились, и из его рукава раздался легкий звук грома. С двумя хлопками из его рукава вылетело две золотых молнии толщиной с чашу, слившись в воздухе в одного плотного золотого молниеносного змея. Под мысленным контролем Хань Ли молниеносный змей взмахнул головой и хвостом и пролетел на сотни метров вперед прямо в Чжу Инцзы. С раскатами грома он набросился на него. Невероятная скорость молниеносного змея напугала даже Чжу Инцзы. Не раздумывая, Чжу Инцзы выплюнул сверкающий световой алый шар. Бабах! Шар света и змей столкнулись во вспышке ослепительного яркого света. Вскоре после этого духовная ци взбудоражилась, превратившись в огненный смерч 10-метровой ширины, взмывший в небо. Смерч смешался с искрами золотых молний, и от него неоднократно послышались раскаты грома. Пылающий ветер разнесся во все стороны. Под давлением Чжу Инцзы бессознательно отступил на несколько шагов и повернулся в сторону Хань Ли. Пораженный таким поворотом событий, он невольно изменился в лице. Хань Ли переместился от своего первоначального местоположения, подведя Лэйлянь к краю светового барьера, словно они собирались уходить. Чжу Инцзы яростно поднял руку и указал на него. В шорохе ветра красная линия промелькнула и устремилась вперед. Однако Хань Ли был готов к этому. Подняв бровь, он указал в ответ. Во вспышке красного света внезапно появилась аналогичная красная линия. Это была огненная духовная нить, раздался треск. Две линии вспыхнули в воздухе, столкнувшись друг с другом. В результате огненная нить Хань Ли была отбита с небольшим повреждением, а линия Чжу Инцзы полностью исчезла. Мгновение спустя Хань Ли и Лэйлань исчезли, появившись снова за барьером арены. Ближайшие зрители отступили на несколько шагов, с удивлением глядя на них двоих. Видя, что он ничего не может сделать, чтобы помешать Хань Ли уйти, он повысил голос и резко крикнул: «Брат Хань, ты сбежал, не сражаясь. Ты не боишься запятнать репутацию своего клана?» Хань Ли взглянул на него и равнодушно сказал: «Ты должен понять мои мысли. Мы не можем определить результат за короткий промежуток времени. Я также несу тяжелую ответственность за своих учеников, поэтому мы сразимся несколько позже». Вскоре после этого он расправил крылья и беззаботно взмыл в далекое небо. Выражение лица Лэйлань дрогнуло, и в конце концов она последовала за Хань Ли. Увидев, что Хань Ли просто ушел, выражение лица Чжу Инцзы стало мрачным. Хун Ша нерешительно спросила: «Старший боевой брат Чжу, ты хочешь их преследовать?» Чжу Инцзы фыркнул: «С чего бы? Мы не можем драться вне спарринг-арены. Я не думал, что он так быстро уйдет с поля боя. Хотя мы обменялись всего 2 ударами, мы обнаружили, что он хорошо владеет ветром и молнией, так что это не было потраченным зря усилием. Вдобавок мы заметили его маленькое сокровище в виде, которое заблокировало мой коготь алого пламени. Как хлопотно. Придется вернуться и придумать способ его уничтожить». С осторожным сердцем женщина произнесла лишь слово признательности. Таким образом, эти двое спустились и собрались с другими существами Чижун в толпе перед уходом. Оставшиеся члены племени летающих духов начали обсуждать появление Хань Ли. Цзинь Юэ уставилась на Лэйлань и холодно спросил: «Разве я не говорила никуда не ходить в одиночку? Почему ты пошла драться с Чижун на арене для спаррингов?» В этот момент великий старейшина Тянь Пэна сидела в холле на 1-м этаже своей резиденции с ледяным выражением на лице. Старейшина Ши сел рядом с ней. Он также выглядел недовольным. Лицо Лэйлань было бескровно бледным. Бай Би и Хань Ли стояли рядом. Бай Би был тихим, беспокойным и опустил голову, в то время как Хань Ли выглядел спокойным. Вскоре после того, как Хань Ли вернул Лэйлань, двое старейшин сразу обнаружили, что произошло, и бросились к ним. Они стали жестоко упрекать 2 священных учеников. Хотя виновата была Лэйлань, Бай Би ничего не сделал, чтобы остановить ее, так что ответственность была и на нем. Лэйлань в конце концов пробормотала: «Великая старейшина, у этой ученицы Чижун, Хун Ша, есть камень Герозовой звезды. Если бы я смогла заполучить его, у меня был бы как минимум 30% шансов прорваться на среднюю стадию духовного генерала». Я не смогла устоять. Цзинь Юэ раздраженно сказала: «Камень Герозовой звезды? Неудивительно, что ты поддалась соблазну, но это не стоило таких неосторожных действий. Твоя жизнь и культивация — это жизнь и смерть клана.
ты должны понимать цену своих действий. Чтобы вырастить вас двоих, наш клан снабдил вас бесчисленным количеством лекарственных растений и сокровищем, которые позволили вам достичь этой стадии культивации за короткий промежуток времени, и будет продолжать делать это в будущем. Если бы это было не так, ты бы не достигла даже ранга обычного духовного генерала, независимо от твоих талантов. Лэй Лань не ответила, и на ее лице появилось выражение стыда. Когда она подумала, что сказать, старейшина Ши улыбнулся и сказал: «Хорошо, старейшина Цзин». Хотя Лэй Лань была опрометчива, господин Даосист Хань прибыл вовремя, и ничего серьезного не произошло. «Господин Даосист Хань, что ты думаешь об этой ситуации?» «Чи Жун, скорее всего, хотели проверить мои навыки», — ответил Хань Ли с улыбкой. Старейшина Ши усмехнулся и сказал: «Я слышал, что ты был на равных с Джу Инцзи и даже вовремя ушел. Очень мудрое решение». «Я понимаю, насколько это важно», — ответил Хань Ли. Цзинь Юэ на мгновение задумалась и сказала торжественным тоном: «С этого дня никто из вас троих не сделает ишуга за пределы этого здания. Вы можете только отдыхать и культивировать. Если будут какие-то проблемы, сообщайте нам об этом, мы сами разберемся». «Да, великая старейшина». Бай Би и Лэй Лан почтительно ответили в унисон. Хань Ли поклонился, чтобы выразить свое согласие. До сих пор личность Хань Ли в Тяньпэне была странной. Он был названным священным учеником, но на самом деле он был ближе к приглашенному культиватору. И когда Тяньпэн что-то требовали от него, он мог только быть вежливым в ответ. После того, как Цзинь Юэ и старейшина Шу ушли, Хань Ли и трое остались одни. 2 недели спустя Цзинь Юэ и другие старейшины племени летающих духов собрались на вершине пика Нефритового императора, чтобы обсудить кое-что. 2 месяца спустя несколько тысяч огромных птиц и летающих насекомых промчались мимо пустынного желтого плато. Сверху на птицах и насекомых сидели крылатые существа. Они отправились с пика Нефритового императора и были на пути ко входу в земную бездну. Хань Ли и Тяньпэн оседлали белых огромных птиц в центре группы. Хотя группа была большая и они летели довольно давно, о путешествии практически ничего не говорилось. Хань Ли тоже сидел на своей птице, скрестив ноги, и молча оглядывался. Вход в земную бездну находился намного дальше от пика Нефритового императора, чем он предполагал. Внезапно члены племени летающих духов подняли шум спереди, и некоторые из них закричали в тревоге. Группа внезапно стала спускаться вниз. Выражение лица Хань Ли дрогнуло, и он немедленно выпустил свое духовное чутье вперед. В 500 километрах перед ними внезапно появилась огромная стена. Она была лазурно-серого цвета и высотой более километра. Стена простиралась по обе стороны, насколько мог видеть глаз. Через каждые 300 метров стены стояла белая нефритовая колонна. Столб был всего 30 метров в высоту, но его поверхность сияла лазурным светом и была покрыта таинственными талисманными символами. Сбоку от огромной стены густо скопились круглые здания высотой в 100 метров. Казалось, их было несколько тысяч. Над этими зданиями летело несметное количество существ из племени летающих духов, ожидавших их. Священные ученики и старейшины постепенно приближались, а затем остановились. «Здравствуйте, старейшины!» Мужчина средних лет в лазурных доспехах вылетел к ним и отсалютовал им издали. «Итак, в этом году дежурит мой старый приятель Цзинь Фэн. Как удачно! Брат Цзин, ты должен был получить информацию, которую мы тебе дали». Со стороны Хань Ли вылетело несколько человек. Среди них были старуха с тростью, мужчина средних лет с белоснежными волосами и старик с лазурными шипами на лице. Они были самыми влиятельными в совете старейшин и разговаривали с мужчиной средних лет. Даже они выглядели очень почтительно, столкнувшись с этим человеком в лазурных доспехах. Глава 1439. Техника доспехов 4 демонов. Хань Ли взглянул на человека в лазурных доспехах и почувствовал, как его сердце задрожало. Его культивация была неизмеримо высокой, не меньше, чем у 3 великих старейшин, которые бросились ему навстречу. Неудивительно, что они были такими вежливыми. Кроме того, лазурные доспехи этого человека были чем-то особенным. Их дизайн был довольно простым, но поверхности были талисманы, похожие на декоративные узоры. Но когда Хань Ли осмотрел доспехи своим духовным чутьем, у него возникло знакомое ощущение. Он еще раз взглянул на них, а затем внезапно широко открыл глаза, словно что-то осознав. Если он был прав, так называемые лазурные доспехи были чем-то конденсированным из чрезвычайно концентрированной зловещей ци. Это объясняло, почему аура вызывала у него знакомое ощущение. Несмотря на количество зловещей ци на его теле, он выглядел хорошо и мог использовать ее для создания доспехов. Эта способность была поистине невообразимой.
В тревоге он огляделся и заметил других из племени летающих духов, одетых в лазурные доспехи. Каждый из них был одет в доспехи разных цветов. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он невольно прищурился. Их доспехи также были сделаны из зловещей ци. Но из-за более слабого уровня культивации или отсутствия зловещей ци их доспехи выглядели расплывчатыми, словно не были такими плотными. Когда Хань Ли увидел различные доспехи, созданные зловещей ци, он был глубоко потрясен и начал размышлять о них. В этот момент мужчина в лазурных доспехах посмотрел на толпу позади 3 великих старейшин и улыбнулся. Как я мог забыть о 300-летием испытании нашего племени? Однако демоны в ближайшей земной бездне взволнованы. Если бы вы подождали еще 2 года, я бы не согласился начать испытание. Старик усмехнулся. Вот почему мы перенесли дату испытания раньше, когда услышали эти новости. Сейчас не должно возникнуть проблем, правда? Мужчина в лазурных доспехах равнодушно ответил: нет. Хотя темная ци более опасна, чем обычно, официальное извержение займет не менее года. Тем не менее, темные демоны под землей не останутся на уровнях гнезд, поэтому я не могу гарантировать, что демоны на первых 3 уровнях будут обычного духовного уровня. Шансы встретить высокоранговых демонов земной бездны будут намного выше, но те, кто находится на уровне короля демонов, вряд ли появятся. Опасность велика, так что не вините меня в том, что я вас не предупреждал. Пока не появятся существа уровня короля демонов, испытание будет продолжаться, твердым голосом сказал седой мужчина. Старуха нахмурилась и медленно сказала: у меня нет возражений. Если мы упустим эту возможность, мы не сможем проводить испытания еще как минимум 100 лет. Многие из наших ответвлений не могут ждать так долго. Татуированный старик на мгновение пробормотал себе под нос и со вздохом кивнул. Человек в лазурных доспехах усмехнулся в ответ на их одобрение и взмахнул рукой в воздухе. Вылетел голубой световой шар размером с кулак. В мгновение эко он странным образом показался на высоте километра. Затем шар взорвался с оглушительным грохотом, и из него вырвался ореол лазурного света. Вскоре после этого к небу поднялось лазурное солнце шириной 10 метров, сияющее ослепляющим светом. Существа племени летающих духов в доспехах позади человека в лазурных доспехах сразу же разделились на 2 линии, образуя путь в воздухе. Все они были на разных уровнях культивации, но их бесшумные и дисциплинированные движения производили бесформенное давление. При виде этого другие старейшины почувствовали себя лучше, и выражение на их лицах изменилось на короткое время, но Хань Ли и другие священные ученики забеспокоились, выражая свое удивление. Затем 3 старейших впереди замахали руками и вместе двинулись вперед. Внезапно вся группа пошла вперед, медленно проходя сквозь солдат в доспехах в воздухе. Сидя на вершине огромной птицы, Хань Ли прищурился, глядя на солдат в доспехах по обе стороны. Он обнаружил, что у большинства из них были холодные, равнодушные лица, за исключением того, что они иногда смотрели на них с любопытством в глазах. Были также и те, кто был моложе и обладал меньшим уровнем культивации. Самая низкая культивация среди них была на уровне формирования ядра. И было много людей с более высоким уровнем культивации, многие из которых включали тех, кто находился на стадии великого духовного генерала. Хань Ли почувствовал опасения. Стоящие здесь стражи земной бездны были примерно такими же, как и стражи города высшего неба. И хотя их было намного меньше, их элита была намного выше элиты города высшего неба. И учитывая, что размещенные здесь люди часто сражаются с демонами, появляющимися из земной бездны, у них более богатый боевой опыт, чем у других членов племени летающих духов. Судя по построенным здесь зданиям, также видно, что здесь жили стражи земной бездны. Пока эти мысли крутились в голове Хань Ли, группа священных учеников и старейшин подошла к пролету зданий. Группа старейшин разошлась и провела учеников в соседние дома на отдых. Испытание должно было начаться утром следующего дня. Тянь Пен также вошел в одну из резиденций. Цзинь Юэ и старейшина Ши охраняли первый этаж, в то время как священным ученикам был предоставлен отдельный этаж, чтобы они могли спокойно отдыхать. Хань Ли нахмурился. Хотя он был счастлив, что прошла ночь отдыха, Цзинь Юэ и старейшина Ши приказали им оставаться внутри и оставаться на разных этажах. Это нарушило его прежние планы. Хань Ли сидел на своей кровати, скрестив ноги, но не медитировал. Вместо этого его глаза блуждали, а разум начал погружаться в мысли. Вскоре после этого он, казалось, что-то придумал и усмехнулся про себя. Затем он встал и пошел на первый этаж. Появившись у подножия лестницы, он увидел, что Цзинь Юэ и старейшина Ши с закрытыми глазами сели. Но сразу после этого они одновременно открывали глаза и смотрят в его сторону. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. «Господин даосист Хань, почему ты не отдыхаешь? Неужели у тебя появились срочные дела?» Говорила не Цзинь Юэ, а старейшина Ши.
«Я хочу кое-что сделать, и для этого мне нужно отправиться на прогулку», — спокойно заявил Хань Ли. «Что же это?» — сказала Цзинь Юэ с оттенком недовольства. Испытание было уже не за горами, она надеялась, что Хань Ли будет послушно отдыхать в своей комнате, а не будет отвлекаться на другие дела. Хань Ли улыбнулся и честно ответил: «По правде говоря, это немного. Я обнаружил, что доспехи Стражи Земной Бездны были весьма своеобразными, так как были сделаны из зловещей ци. Я надеялся найти кого-нибудь, кто смог бы рассказать мне о них». Цзинь Юэ сделала паузу, а затем сказала со странным выражением: «Ты имеешь в виду технику доспехов 4 дьяволов? Для использования этой техники требуется огромное количество зловещей ци. В противном случае техника будет очень слабой. Что ты собираешься с этим делать?» Старейшина Ши тоже был несколько удивлен. Хань Ли улыбнулся и сделал заклинание. Его тело вспыхнуло золотым светом, излучая удивительно глубокую ауру. Густая волна зловещей ци вскоре вырвалась из глубин его тела. Зловещая ци, которую он усовершенствовал с помощью искусства ваджры, начала концентрироваться по всему его телу. Оба старейшины были поражены проявлением зловещей ци. С такой плотной зловещей ци неудивительно, что ты так заинтересовался техникой доспехов 4 дьяволов. Хе-хе, но тебе не нужно выходить на улицу. Техника не держится в секрете, и я тоже владею ею. Я могу передать тебе все искусство культивации. С огромной зловещей ци в твоем теле ты даже сможешь использовать эту технику завтра во время испытания. Старейшина Ши от души рассмеялся, произнеся слова, которые Хань Ли уже ожидал. Увидев, что столько обычных стражей Земной Бездны владеют этой техникой, Хань Ли предположил, что старейшины Тянь Пен, вероятно, тоже знают эту технику. Теперь его предположение подтвердилось. Сдерживая радость, Хань Ли почтительно ответил: «Старший Ши, не знаю, как вас благодарить. Но легко ли понять техники? Смогу ли я освоить их за ночь?» Старейшина Ши махнул рукой и небрежно сказал: «Хе-хе, пока господин Даосист Хань помогает Лэй Лань и Байби пройти испытание, это я должен благодарить тебя. Не волнуйся, техника не особо сложная, и с твоим уровнем культивации ты сможешь культивировать несколько уровней за одну ночь. Для последних нескольких уровней требуется огромное количество зловещей ци, поэтому ты пока не сможешь их использовать». Хань Ли несколько раз кивнул в ответ. Цзинь Юэ не возражала. Вместо этого она просто снова закрыла глаза. Старейшина Ши достал из своей мантии бамбуковую трубку размером с палец, а затем, пробормотав что-то, бросил ее Хань Ли: «Я записал эту технику. Теперь ты можешь вернуться». «Большое спасибо, старший». Хань Ли взял трубку и без промедления поднялся по лестнице. Затем он сел на кровать, скрестив ноги, прижал трубку к колбу и погрузил в нее свое духовное чутье. Внезапно древний зеленый шрифт промелькнул в голове Хань Ли, и его лицо стало совершенно неподвижным. Вскоре после этого Хань Ли убрал трубку в сумку для хранения, и его лицо расслабилось. Набор техник был таким, как описал старейшина Ши. Они были просты, и он смог бы сконденсировать слой зловещей брони. С этой мыслью Хань Ли положил руки на колени и начал осваивать технику. В это время из его тела начал выходить слой слабой черной зловещей ци. Зловещая ци колебалась какое-то время, а затем застыла. Вскоре после этого все вокруг начало шевелиться, создавая легкий черный ветер вокруг него и скрывая фигуру Хань Ли из виду. Глава 1440. Врата Земной Бездны. Утром второго дня Байби и Лэй Лань спустились на первый этаж и тихо присоединились к своим старейшинам, которые спокойно стояли там, как будто они чего-то ждали. У обоих старейшин на лицах были обнадеживающие выражения на лицах, в результате чего два священных ученика были несколько сбиты с толку. Они тоже посмотрели на лестницу. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, сверху послышались шаги. В тумане внизу лестницы появился Хань Ли с улыбкой на лице. Глаза старейшины Ши загорелись, и он спросил: «Тебе удалось?» Хань Ли улыбнулся: «Большое спасибо за вашу доброту, старший. Я почти полностью освоил эту технику. Я должен суметь использовать его, чтобы противостоять врагу». Цзинь Юэ пристально взглянула в лицо Хань Ли и сказала: «Очень хорошо. Это испытание окажется намного опаснее обычного. Хотя господин Даосист Хань обладает уровнем культивации духовного генерала, я боюсь, что ты можешь столкнуться с очень могущественными врагами. Вот почему мы со старейшиной Ши приготовились передать тебе охраняющее клан сокровище. Таким образом, если ты действительно столкнешься с чем-то неожиданным, ты сможешь защитить себя». «Охраняющие клан сокровище». Удивился Хань Ли. «Верно. Это ножницы герозового змея. Возьми их». Сказав это,
Она встряхнула рукавом, выпустив лазурный свет. Хань Ли бессознательно поднял руку и взял сокровище. При более внимательном рассмотрении он обнаружил, что ножницы были всего в полфута в длину и выглядели довольно старыми. Их поверхность была темно-лазурной, но таинственный серебряный талисман показывал, что это необычный предмет. Хань Ли погладил его рукой и почувствовал глубокую ледяную ци. С радостью в сердце он спросил: «Старшие, вы действительно одалживаете это мне?» По правде говоря, у нашего клана есть несколько других сокровищ, которые больше подходят для использования в земной бездне, но боюсь, что для усовершенствования этих сокровищ требуется слишком много времени. Эти ножницы розового змея не так уж и опасны. Но если ты наполнишь их духовной силой, ты сможешь использовать их удивительную силу, чтобы сокрушать своих врагов. Однако это сокровище также с легкостью могут захватить враги. Так что господину даосисту Ханю следует использовать его с осторожностью, торжественно сказала Цзинь Юэ. Большое спасибо, старшая. Я буду очень бережно пользоваться им. Хань Ли не сдержался и с улыбкой взял сокровище, зная, что ему передали великое сокровище, чтобы помочь сохранить безопасность священных учеников. Цзинь Юэ кивнула и поговорила с Бай Би и Лэйлань, но больше не доставала никаких сокровищ. Хань Ли не обращал на это внимания. Скорее всего, этим двоим сокровища вручили еще до того, как они покинули священный город. Во время битвы Лэй Ланье Хунша на арене для спарринга ее золотая тыква должна была стать одним из тех сокровищ. Спустя мгновение все пятеро вышли из здания и взлетели в небо. Там уже собрались и другие ответвления. На этот раз ни один из них не был верхом на птицах или летающих насекомых. Все они летели на своих крыльях. Кроме того, священные ученики различных ответвлений племени летающих духов собирались вместе, отделенные от своих старейшин. Священные ученики теперь сильно отличались от того, что было накануне. У них было торжественное выражение лица, и они перешептывались между собой. Хань Ли моргнул, просто отведя своих собратьев в угол группы, не говоря ни слова. Но вскоре после этого Хань Ли почувствовал, что люди смотрят на него. Его сердце забилось быстрее, и он оглянулся в их сторону. В 300 метрах его рассматривала невысокая тощая девушка. Кожа у нее была темная, но на шее были странные черные татуировки. Увидев, что Хань Ли смотрит на нее, она улыбнулась, открыв рот с чистыми белыми зубами. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало, он быстро проверил ее своим духовным чутьем и обнаружил, что она также является высокоранговым духовным генералом. От странной ауры на ее теле веяло опасностью, словно она культивировала особую технику. Хань Ли ничего этого не показал на своем лице, вместо этого просто пошевелил губами. Стоя сбоку, Бай Би с закрытыми глазами внезапно услышал передачу голоса Хань Ли. Он открыл глаза и взглянул на худенькую невысокую девушку. Его лицо сильно изменилось, и он поспешно опустил голову. С благоговейным трепетом Бай Би ответил голосовой передачей: «Брат Хань — это Цин из расы Севенпас. Она даже более известна, чем Джу Инцзы, и является одной из самых способных учениц нашего поколения. Однако она невероятно безжалостна, и у нее странный темперамент. Она может убивать без повода. Брату Ханю лучше избегать ее внимания». Хань Ли нахмурился. Когда он подумал, почему эта женщина изучает его, он внезапно почувствовал мрачный взгляд, направленный на него. На этот раз он почувствовал настоящую враждебность. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он посмотрел в сторону. В другом углу толпы он увидел, как Чжу Инцзы и другие ученики Чижун смотрели на них с враждебными взглядами. Хань Ли холодно взглянул в ответ и бесстрастно отвернулся. Учитывая отношение Чижун к Тянь Пен, они наверняка не замышляли ничего хорошего. Хань Ли почувствовал себя не в своей тарелке. Поскольку Хань Ли и другие пришли несколько позже, им не пришлось долго ждать. Час спустя 3 великих старейшины из Совета и человек в лазурных доспехах появились перед толпой. Затем вся группа двинулась вперед и подошла к небольшой горе перед огромной стеной. По неизвестной причине стена была совершенно бесплодной. Над стеной не было ни патрулей, ни часов. Затем мужчина в лазурных доспехах подошел к старейшинам и произнес несколько слов, указывая на стену. Раздался сильный грохот, и стена задрожала. Затем она вспыхнула радужным светом, раскрывая серебряное заклинание. Когда человек в лазурных доспехах увидел это, он тут же открыл рот и выплюнул пурпурный деревянный талисман. Талисман ярко загорелся и выпустил пурпурный луч света. Он несколько раз мигнул, а затем ударил в самое сердце формации. Внезапно формация серебряного заклинания заколебалась, и луч света начал блуждать. Затем формация внезапно исчезла, но под стеной появились огромные серебряные ворота. Дверь была высотой в 100 метров и сияла ледяным светом. Судя по внешнему виду и весу, она была сделана из чистого серебра.
Мужчина в лазурных доспехах молча отложил деревянный талисман и скользнул рукавом к огромной двери вдали. Внезапно появился легкий пурпурный туман и ударил в огромные ворота. С грохотом серебряные ворота медленно открылись. Из ворот тут же подул серый демонический ветер. По мере того, как туман выходил из ворот, священные ученики вздрагивали, чувствуя, словно ножами проводят по коже. Это было действительно странное ощущение. Когда Хань Ли почувствовал, насколько странным был ветер, из его глаз засиял синий свет. Как только огромные ворота открылись, недолго думая, священные ученики начали входить в ворота. Когда Хань Ли увидел, что за этим скрывается, он почувствовал, как его кровь в жилах застыла. Черная земля простиралась до горизонта, на ней не было ни травинки. Будь то камень или песок, он тоже был только черным. Небо было покрыто довольно плотным серым туманом. Снизу было невозможно увидеть, и, казалось, ему нет ни конца, ни края. Между туманом и землей были трещины высотой около 100 метров, в которых завывал ветер, словно трещины поглощали все. Все, кто слышал это, невольно почувствовали, как у них по спине пробежал холодок. Так вот какие врата земной бездны. Как и ожидалось, они выглядят довольно опасно, пробормотал Хан Ли. Затем старуха с тростью сказала: «Хорошо, мы пришли. Сюда могут входить только священные ученики. Врата земной бездны находятся в бесчисленных километрах от тумана». Хотя ее голос был негромким, все его ясно слышали. Самые неугомонные сразу успокоились. Седовласый мужчина усмехнулся: «Раз мы здесь, вы, должно быть, беспокоитесь. Так что давайте проясним некоторые детали». Старуха взглянула на седого мужчину и спокойно сказала: «Совет старейшин хотел бы сообщить вам, что демоны, отмеченные для этого испытания, будут отличаться от нескольких предыдущих. Если вы принесете плод адского пламени, вы пройдете. Этот духовный фрукт отличается от других тем, что он находится в самых темных областях, заполненных грязной ци. Плод должен созревать около 500 лет, и каждое дерево приносит только один плод. Темноты на первом уровне будет недостаточно, чтобы плод вырос. Конечно, если повезет, вы найдете его и там. На втором уровне они могут расти в небольшом количестве, но мы ничего не гарантируем. На третьем уровне эти фрукты растут гарантированно, причем в большом количестве. Действуйте в соответствии со своими суждениями. У вас есть 3 месяца. По прошествии этих месяцев ворота снова откроются, чтобы принять вас, независимо от того, преуспели ли вы. Надеюсь, вы хорошо все выслушали. Голос старухи был сильным. Зная о шансах на выживание во время испытания, Хань Ли внимательно слушал каждое ее слово. Татуированный старик угрюмо добавил: «Поскольку мы рассказали вам подробности испытания, вы можете отправиться в путь. Я надеюсь, что через 3 месяца я снова увижу большинство из вас. Что до остальных, если вы не вернетесь, то дьявольские врата все равно закроются». Взмахнув рукавом, он вышел наружу, не собираясь оглядываться. Седовласый мужчина и старуха переглянулись между собой, а затем последовали за ним. Остальные члены совета старейшин молча последовали за ними. Старейшины ответвлений бросили несколько прощальных взглядов на священных учеников своего клана, а затем также развернулись и ушли. Лишь небольшая часть из них отправила передачу голоса. В мгновение эка огромные врата исчезли, оставив после себя несколько сотен священных учеников, которые с тревогой переглядывались между собой.